Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 200 интересных фактов, которые вы узнаете впервые. Из этого видео вы узнаете следующее. Почему ученые на протяжении 12 лет считали гору Килиманджаро простой галлюцинацией? К какому возрасту мы становимся по-настоящему взрослыми людьми? Как дикие ослы, живущие в засушливой местности, помогают 57 другим видам животных? Почему Мэри Пикфорд считается первой в истории кинозвездой? Почему, когда утконос был открыт, люди долго не могли поверить, что такое животное вообще может существовать? Кто был прототипом персонажа Питера Пэна из сказок писателя Джеймса Барри? Почему Зигмунд Фрейд категорически отказывал Сальвадору Дали во встречах? Почему высокая влажность воздуха так тяжело переносится в жаркую погоду? Почему рыболовная служба Миннесоты США попросила жителей не выпускать золотых рыбок в реки и озера? Как члены Палаты представителей США разыгрывают друг друга на 1 апреля? Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. 1. Из-за проблемы перенаселенности и дефицита жилья некоторые квартиры в Гонконге настолько малы, что ООН назвала их оскорблением человеческого достоинства, а сами гонконгцы прозвали дома гробы. Площадь таких квартир может составлять всего 4 квадратных метра, чуть больше площади двуспальной кровати размера King Size. Их официальное название – микроапартаменты. 2. Экологи из Пенсильванского университета предложили компании-производителю фруктовых соков Del Oro, базирующейся в Коста-Рике, утилизировать сельскохозяйственные отходы, в основном апельсиновые корки, на территории природного заповедника. Важный момент – компания могла выбрасывать корки только в тех местах, где почва деградировала и ничего не росло. В ходе проекта в заповедник было сброшено около 12 тысяч тонн отходов. Спустя 16 лет безжизненная почва покрылась густым лесом и виноградными лозами настолько, что приехавшие на это место исследователи были поражены успехом эксперимента. 3. Пестрые тюльпаны поражены вирусом, который приводит к их частичному обесцвечиванию. Заражая луковицу, вирус, так сказать, ломает гены, ответственные за окраску цветка, что приводит к появлению замысловатых полос, разводов, узоров и искр на лепестках тюльпана. К сожалению, пораженная вирусом луковица становится чахлой и слабой, так что может и не зацвести. 4. Братья Райт, изобретатели, сконструировавшие и построившие первый самолет, а также совершившие первый в истории полет, прославились на весь мир. Однако они были очень скромны, особенно младший Орвилл, и всячески избегали общественного внимания, не позволяя себя фотографировать и крайне редко давая интервью. Уилбер Райт по этому поводу выразился так: «Единственные говорящие птицы – это попугаи, но летают они не слишком высоко». 5. Слово «дроид» придумал Джордж Лукас в 1977 году, а в 2009 его компания зарегистрировала это слово как товарный знак. Компания Verizon вынуждена платить комиссию Lucasfilms Ltd. За использование слова «дроид» в названии линейки своих телефонов Motorola Droid, а Disney платит Лукасу за употребление этого слова в «Звездных войнах». 6. В 1700-х годах французский король Людовик XIV, известный своей любовью к моде, и его придворные стали носить обувь на высоком каблуке в знак высокого статуса.
Но чем популярнее становились каблуки, тем яростнее мужчины стремились перещеголять друг друга их высотой. В конце концов, специальный королевский указ ограничил высоту каблуков 1,25 см для простолюдинов, 2,5 см для буржуа, 3,75 для рыцарей, 5 см для дворян и 6,25 для особ королевской крови. 7. По закону наименования «булочная» и «пекарня» во Франции имеют право носить только те заведения, владельцы которых ночью месят тесто, а рано утром выпекают свежий хлеб и продают его. Покупать уже замешанное тесто или полуфабрикаты они не имеют права. 8. В Южной Корее 14 февраля, в День Святого Валентина, женщины дарят мужчинам подарки. 14 марта, Белый день, подарки дарят мужчины женщинам. А 14 апреля, Черный день, в этот день одинокие люди собираются вместе, одеваются в черное и устраивают праздничный ужин. 9. Волосы Пеле – это форма лавы. Название дано в честь гавайской богини вулканов Пеле. Волосы Пеле – это волокна или тонкие нити вулканического стекла. Они образуются в процессе вытягивания расплавленного базальтового стекла из лавы, обычно из лавовых фонтанов, лавовых каскадов и мощных лавовых потоков. 10. Картина «Мона Лиза» имела особую ценность для ее автора, Леонардо да Винчи. Работа над ней шла в течение 16 лет. Художник до самой смерти не расставался с картиной, перевозя ее на мулах во время своего путешествия из Флоренции в Милан, Рим и, наконец, во Францию. 11. Тунгнат Чатурведи 22 года судился с индийскими железными дорогами из-за ошибки кассира, который продал 2 билета за 90 рупий, это около 90 рублей, вместо 70 рупий в 1990-х годах. Он посетил более сотни судебных заседаний и, наконец, выиграл дело. Суд постановил, что компания должна выплатить Чатурведи 15 тысяч рупий морального ущерба и вернуть 20 рупий, добавив к ним 12% годовых за все прошедшие годы. 12. Между 1915 и 1926 годом в мире бушевала загадочная эпидемия летаргического энцефалита. Болезнь поражала мозг, оставляя жертв в подобном статуе состоянии, лишенными речи и возможности двигаться. Около полумиллиона человек погибли в результате эпидемии, которая прекратилась так же неожиданно, как и началась. Возбудитель болезни так и не был выявлен. 13. В китайской мифологии, как и в Библии, есть история о Великом потопе, однако в отличие от Ноя, китайцы пытались остановить потоп. Мифические герои принц Ган и его сын Ю сражались со злыми демонами и просили помощи у богов и драконов в сооружении огромных водосборных бассейнов и плотин, чтобы люди могли спастись от наводнения. 14. Последнюю особь вида биологи называют эндлингом. Когда эндлинг умирает, вид считается вымершим. Например, Бенджамин, последний сумчатый волк, содержавшийся в 1930-х годах в зоопарке Хобарта, был эндлингом. После его смерти сумчатых волков на планете не осталось. 15. Спаси свою шкуру, подставь другого. Таким принципом руководствуются эгоистичные рыбки-остеанаксы. Если в поле их зрения попадает хищник, они стремятся подставить кого-то из своих собратьев. В ходе экспериментов над группой из 8 особей, рыбы, завидев имитацию хищника, выбирали одну из группы в качестве жертвы, осыпали ударами и стремились как можно скорее уплыть. 16. Земля минимум на 38% состоит из бриджманита, силикат перовскита, но несмотря на то, что это самый распространенный на нашей планете минерал, о нем мало что известно. Причина в том, что залежи этого минерала располагаются в нижней мантии на глубине от 700 до 2900 километров. Разумеется, забраться так глубоко не представляется возможным.
Ученые нашли фрагменты бриджманита на метеорите и в 2014 году присвоили официальное имя. До этого минерал чаще всего называли перовскитом, да и сейчас это название в ходу. 17. Обычно мы представляем себе черепах как существ с твердым панцирем, но они бывают и мягкотелыми, так называется целое надсемейство. Его представители имеют мягкий и кожистый панцирь, так им удобнее проводить свои дни, зарывшись в песок водоема в ожидании добычи. 18. В Париже не используется знак движения без остановки «Запрещено», предписывающий водителям обязательно кратковременно остановиться перед ним прежде, чем продолжить движение. Автомобили не останавливаются ни на одном перекрестке без светофора. Автомобили справа имеют преимущественное право проезда как на обычных перекрестках, так и на транспортных развязках. 19. Хамелеоны меняют цвет исключительно по настроению, а не для того, чтобы слиться с фоном и спрятаться. Цвет меняется, когда хамелеон доволен, напуган, голоден, спаривается, угрожает или дерется с другим хамелеоном. Также смена цвета используется для внутривидовой коммуникации. Этим ящеркам нет нужды маскироваться, поскольку естественных врагов у них нет. 20. Средневековый норвежский король Сигурд I страдал от посттравматического расстройства и тяжелой депрессии после 4 лет руководства крестовым походом. Ученые XII века, описывавшие его состояние, демонстрируют глубокую осведомленность о психических заболеваниях, что удивительно для той эпохи. 21. В 2018 году женщина заплатила швейцарскому кафе 7709 швейцарских франков чаевых, потому что случайно ввела свой пин-код вместо суммы. Когда она обнаружила ошибку и позвонила в кафе, чтобы вернуть свои деньги, ей никто не ответил. Хозяин кафе закрыл его и объявил о банкротстве. 22. Наука порой допускает удивительные промахи. Например, когда Йоганнес Ребман, первый европеец, увидевший гору Килиманджаро, опубликовал свое открытие в 1849 году, его сведения сочли простой галлюцинацией, поскольку считалось, что снег на таких широтах выпадать не может, а если и выпал, должен сразу таять. Так что ученым понадобилось еще 12 лет, чтобы признать существование горы, а также наличие у нее снежной шапки. 23. В Бельгии и Нидерландах дети 5-6 лет, научившиеся завязывать шнурки, могут получить диплом под названием «Ветерстрайпломе», что в переводе означает «шнуровочный диплом». Этот диплом имеет важное педагогическое значение, поощряет ребенка к дальнейшему обучению и вводит его в мир образования. 24. К какому возрасту мы становимся по-настоящему взрослыми людьми? Ранее, начиная примерно с 2005 года, считалось, что мозг человека полностью формируется к 25 годам. Этот возраст и считался возрастом умственной зрелости. Однако более поздние исследования показали, что созревание префронтальной коры головного мозга продолжается и после 30 лет, поэтому предыдущее мнение является устаревшим и неверным. На данный момент нельзя с уверенностью назвать возраст, в котором процесс взросления завершается окончательно. 25. Когда в аэропорт Хьюстона начало поступать много жалоб на 7-минутное ожидание багажа, менеджеры придумали перекрыть проходы в аэропорту таким образом, чтобы пассажирам приходилось идти до багажной карусели в 6 раз дольше, чем раньше. Количество жалоб снизилось почти до нуля. 26. Перед съемками фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» режиссер Альфонсо Куарон попросил Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон написать эссе о своих персонажах. Уотсон сдала 16-страничное эссе, Рэдклифф – 1 страницу, а Гринт вообще забыл про задание. 27. Медвежонок Мишка с широкой улыбкой на мордочке был не единственным символом Олимпиады.
проходивший в Москве в 1980 году. Менее известным символом был тюленёнок Вигри с пышными белыми усами, который представлял соревнования по парусному спорту, проходившие в Таллине. 28. До XVI века в Старом Свете, Европе, Азии и Африке не было таких продуктов, как картофель, томаты, арахис, кукуруза, фасоль, какао, ваниль и табак, поскольку их родина – Америка. Экспедиции Колумба открыли дорогу в большой мир не только для американских растений, животных и грибов, но и для специфических болезней тех мест. 29. Пуговица – это не только полезная деталь фурнитуры, но и способ сделать одежду более нарядной. Пуговицами украшали одежду еще до нашей эры, а их превращение в функциональный элемент состоялось только в XIII веке, когда в Германии вошла в моду облегающая одежда, требующая тщательной фиксации на теле. К средним векам пуговицы стали настолько модным аксессуаром, что знать не скупилась на их количество. Например, у короля Франции Франциска I на одном из костюмов было нашито фантастические 13 с лишним тысяч пуговиц. 30. Город Багдад был построен в 762-766 годах в форме идеального круга. Этим его основатель, халиф Абу-Джафар аль-Мансур, отдал дань геометрическому учению Евклида, которым восхищался. К сожалению, от того города ничего не осталось. Последние его постройки были снесены османами в 1870-х годах. 31. Японские пишущие машинки отличаются от других цилиндрической формой и тем, что они могут напечатать любой из 2400 символов канзи и иероглифов, используемых японцами в современной письменности. Набор текста на такой машинке – трудное и скучное дело, поскольку вам постоянно приходится искать один символ из огромного массива иероглифов. 32. Автобан изначально – это не скоростная трасса. Автобаном называется вся федеральная система автомобильных дорог Германии протяженностью 13 тысяч километров. Примерно 25–30% автомагистралей автобана, около 3500 километров, действительно не имеют скоростных ограничений. Зато там действуют строжайшие запреты на все виды действий, отвлекающих водителя от управления автомобилем, разговоры по мобильному, еда за рулем и тому подобное, и штрафы за нарушение этих запретов очень солидные. 33. В Китае издавна использовали так называемые огненные часы, которые позволяли измерять время, зная скорость горения свечи из определенного материала. Чтобы превратить свечу в будильник, ее размечали делениями и вбивали гвоздик или подвешивали металлический шарик около нужного деления, чтобы при падении он издавал звон. Кроме того, для невизуального информирования о времени в разные отрезки фитиля добавляли различные пахучие травы. Такие свечные часы были популярны в Китае и использовались для многих целей, в том числе для определения времени сна и пробуждения, а также для определения продолжительности молитв и медитаций. 34. Отец Людвига ван Бетховена, заметив, что у сына есть талант к музыке, очень обрадовался. В те времена вся Европа была очарована феноменом Моцарта, и многие родители мечтали вырастить музыкальных вундеркиндов. Однако, в отличие от Леопольда Моцарта, отца Вольфганга Амадея, у Иоганна ван Бетховена не было способностей к педагогике. Вместо воспитания он прибегал к наказаниям, и самого Людвига и его младших братьев попросту били за непослушание и лень. Кроме того, отец запрещал Бетховену импровизировать, что не возбранялось маленькому Моцарту. Он должен был заниматься строго по заданиям учителя. 35. Кошки бомбейской породы бывают только одного цвета, черного, что соответствует замыслу создательницы породы Никки Хорнер. Никки была влюблена в черных пантер и в 1953 году вывела своих маленьких пантер, скрестив американскую короткошерстную кошку черного окраса с соболиной бурмой.
Получилась изящная кошечка с глазами желтого, как правило, цвета и шерстью черной, как ночь. 36. Кристоф Вальтз за свою карьеру получил 2 премии «Оскар», обе за лучшую мужскую роль второго плана в фильмах Квентина Тарантино. Что интересно, «Оскары» ему достались за совершенно противоположные роли: ультрарасиста в картине «Бесславные ублюдки» и антирасиста в фильме «Джанго освобожденный». 37. Чанд Баори – один из самых глубоких ступенчатых колодцев в Индии. Он состоит из 3500 узких ступенек на 13 этажах и уходит в землю на 30 метров. Чанд Баори был построен в 8-9 веках. На его дне температура воздуха на 5-6 градусов ниже, чем на поверхности, поэтому колодец использовался местными жителями не только для получения воды, но и как место отдыха в периоды сильной жары. 38. Все имеет свою причину и расположение севера на географических картах в том числе. Ранним картографам было необходимо выбрать какой-то неподвижный ориентир, определяющий фиксированное направление. Полярная звезда отлично подошла, поэтому север на картах стали изображать сверху, а юг, соответственно, очутился внизу. Кстати, с недавнего времени страны южного полушария, Австралия, Новая Зеландия и так далее, стали использовать перевернутые карты с югом наверху. 39. Остановки общественного транспорта в Швеции оснащаются приборами световой терапии. Конструкции представляют собой набор ярких ламп, которые светят на определенной частоте. Они помогают жителям городов бороться с депрессией, которая возникает из-за недостатка солнечного света зимой. Темное время суток в зимний период в Швеции длится до 19 часов. 40. Остаться с носом – выражение, означающее не получить то, чего хотел, потерпеть неудачу. Но при чем тут вообще нос? Существуют 2 схожие версии происхождения этого выражения. Согласно первой из них, под носом подразумевался подарок, который жених должен был сделать родителям невесты. А ежели те отказывали в сватовстве, жених оставался со своим носом. Вторая версия обозначает нос как взятку, если адресат подношения не принимал, проситель, опять же, оставался с носом. 41. Плотоядные многоножки с острова Филиппа в Тихом океане, свирепые животные, вырастающие до 30 сантиметров в длину, закованные в бронированные пластины и оснащенные мощнейшим парализующим ядом. Эти многоножки заняли экологическую нишу млекопитающих хищников, отсутствующих на острове. Каждую ночь они убивают тысячи птенцов-буревестников, впрыскивая им яд при помощи клешней и поедая заживо. 42. На самом большом известном корабле древнего мира Тессаракантере было 4000 мест для гребцов. Большинство исследователей считает, что судно было таким большим, что просто-напросто не могло использоваться. Вероятно, древние греки построили его для престижа, а не как реальный военный корабль. 43. Дикие ослы, живущие в засушливой местности, в поисках воды выкапывают глубокие колодцы, которыми впоследствии пользуются другие виды животных, страдающих от жажды. Ученые подсчитали, что ослиные колодцы используют, помимо самих ослов и лошадей, 57 других видов, включая как травоядных, так и хищников, горных львов, например, а также многие виды птиц. 44. На гербе Бермудских островов изображено тонущее судно в память о трагическом событии 1609 года, когда 150 колонистов, направлявшихся в Вирджинию на корабле, потерпели кораблекрушение из-за урагана. Команда выжила и предпочла остаться на ближайшем острове вместо того, чтобы продолжать путь. Это был один из Бермудских островов, и с этого момента начинается история колонизации этих островов. 45. Современные исследования в области психологии утверждают, что нарциссы не самовлюбленные личности, а наоборот крайне неуверенные в себе.
Ранее считалось, что нарциссизм свойственен людям, склонным к самолюбованию и хвастовству, но сейчас психологи говорят, что нарциссизм проистекает от внутренней потребности получить признание и одобрение, самоутвердиться, поднять изначально сильно заниженную самооценку. 46. Растворимый кофе был изобретен в Англии в 1771 году, но он слишком быстро прогоркал и требовал доработки технологии. Потребовалось еще 139 лет, чтобы растворимый кофе приобрел приятный вкус и долгий срок хранения, а затем превратился в запатентованный продукт и занял свое место на магазинных полках в США в 1910 году. 47. Однажды учитель Леонардо да Винчи, художник Вероккио, получил заказ на картину «Крещение Христа» и, взявшись за нее вместе с учениками, поручил Леонардо нарисовать двух ангелов. Когда подмастерье закончил свою часть работы, Вероккио был настолько поражен его талантом и мастерством, что забросил кисть и никогда больше не возвращался к живописи. 48. Покрывать дирижабли коровьими кишечниками звучит как безумная идея, но ничего лучше на заре дирижаблестроения не существовало. Коровьи кишки – надежный, прочный, проверенный материал, который и стали применять для изготовления оболочек дирижаблей. Кишечники вымачивали в гидроксиде калия, растягивали и покрывали поверхность цепелинов в несколько слоев. На один уходило до 250 тысяч кишечников. В годы Первой мировой войны в Германии даже запретили готовить традиционное для этой страны блюдо, чтобы не тратить ценные кишки на оболочки для колбас и сосисок. 49. В эпоху раннего немого кино имена актеров не указывали в титрах, так как публике было все равно, кто исполняет роли. Но после того, как в 1910 году Мэри Пикфорд стала очень популярной, производители фильмов догадались использовать ее имя на афишах, чтобы привлечь людей в кино. Поэтому Пикфорд считается первой в истории кинозвездой. 50. У стервятников слабые клювы, поэтому они не могут раздирать падаль на куски, как это показывают в фильмах. Вместо этого стервятник ждет, пока птица покрупнее разорвет добычу, например, это может сделать черный гриф, а стервятник за ним доедает оставшиеся куски туши. 51. Элла Слэк более 30 лет проработала дублершей королевы Елизаветы II. Прежде чем на мероприятии должна была появиться сама королева, дублерша проходила, стояла и сидела везде, где должна была ходить и сидеть Елизавета, чтобы убедиться, что все расставлено и подготовлено идеально. Также Элла проверяла, есть ли у фотографов возможность снять королеву в нужном ракурсе, и заменяла королеву во время репетиций официальных церемоний. 52. Строго говоря, когда вы едите сырую морковь, она все еще живая. Некоторые овощи и ягоды, такие как капуста, морковь, кабачки, черника и так далее, сохраняют способность к метаболизму и отслеживанию циркадных ритмов даже после того, как их собрали. 53. У утконоса нет желудка. Это существо настолько странное, что когда его вид был открыт, люди долго не могли поверить, что такое животное вообще может существовать. У него утиный клюв. У него бобриный хвост и перепончатые лапы. Он ужасно ядовитый. И у него нет желудка вообще. В физиологическом смысле это означает, что пищевод утконоса, в отличие от всех нормальных зверей, переходит сразу в кишечник, минуя стадию расщепления пищи при помощи кислоты, как раз то, чем занимается желудок. В конце пищевода не наблюдается ни малейшего расширения и изменения эпителия. Утконос в процессе революции где-то потерял орган, позволяющий млекопитающим расщеплять белки еще до поступления пищи в кишечник. Также желудок отсутствует у ближайшего родственника утконоса – ехидны, а также у примерно четверти видов рыб. 54. Резиновые змеи – это настоящее название вида змей из семейства ложноногих.
Резиновые змеи обитают в Канаде и США и считаются самыми дружелюбными по отношению к человеку змеями. Они используются в терапии, чтобы помочь преодолеть страх перед змеями, так как неизвестно ни одного случая нападения резиновой змеи на человека. 55. Оса-наездник Алеиос шакира, паразитируя на гусенице, заставляет ее сгибать и скручивать брюшко различными способами. Ученые назвали паразита в честь певицы Шакиры, известной своим танцем живота. 56. Примерно 8 тысяч генов из наших 20-25 тысяч общие с плодовыми мушками, дрозофилами. Кроме того, у людей и мушек во многом одинаковые биохимические процессы. Именно поэтому дрозофилы издавна используются для биологических исследований. 5 ученых благодаря им получили Нобелевские премии. 57. Пингвины не летают по воздуху, но могут летать под водой. Механизм движения их крыльев при плавании такой же, как у других птиц при полете, с той разницей, что на подъем крыла пингвин тратит столько же энергии, что и на опускание. 58. 30 лет назад при случайном возгорании дома у вас было, в среднем, 15-17 минут на то, чтобы потушить огонь. Сейчас это время сократилось до всего 3-5 минут из-за обилия пластмасс и других продуктов на основе нефти в доме, а также из-за большего размера комнат и более высоких потолков. 59. Самец бойцовой рыбки строит на поверхности воды пенное гнездо из пузырьков воздуха. Во время нереста рыбки собирают опускающиеся на дно икринки и проталкивают их в гнездо. Такие гнезда, сохраняя плавучесть, удерживают яйца на поверхности воды, обеспечивая необходимое количество кислорода и тепла для выживания и вылупления потомства. 60. Существует нервная связь между глазами и сердцем, называемая глазосердечным рефлексом. Если надавить на глазные яблоки, пульс сократится на 4-8 биений в минуту. Особенно сильно глазосердечный рефлекс выражен у новорожденных и грудных детей. 61. Исследования показали, что на уровень эмпатии, то есть эмоционального сопереживания, влияет степень обнаженности. Чем человек легче одет, тем выше эмпатия к нему со стороны другого человека. Самую сильную эмпатию мы испытываем, наблюдая полностью раздетого человека. 62. В 1996 году Чарли Шин купил 2615 мест на бейсбольном матче специально, чтобы исполнить свою мечту – поймать хоум-ран. Автоматический хоум-ран – это ситуация, когда мяч вылетает за пределы поля и может быть пойман одним из зрителей. К сожалению, поймать его Чарли так и не удалось. 63. На северо-западном побережье Тихого океана существовала порода шерстистых собак. Местные жители держали их на небольших изолированных островах, чтобы те не скрещивались с охотничьими псами. Шерстистых собак кормили морепродуктами и тщательно ухаживали за их шерстью, из которой производили пряжу для пошива одеял. 64. В 1802 году Наполеон отправил польский легион для подавления восстания рабов на Гаити. Однако по прибытии поляки приняли решение поддержать восставших в борьбе за независимость. Первый глава государства Гаити назвал поляков белыми неграми Европы, что было большой честью в те времена. 65. Масляный наполнитель, который входит в состав попкорна, опасен для здоровья человека. Попадая в легкие, он провоцирует развитие тяжелого заболевания, из-за которого воздух циркулирует по легким с затруднением. Чаще всего от болезни страдают сотрудники пищевых предприятий. 66. Помимо 56 колонн, требуемых для строительства Казанского собора, в Петербург была доставлена и запасная 57-я колонна, заготовленная на случай, если одна из основных колонн будет повреждена в ходе работ.
Запасная колонна не пригодилась и позже была украшена лирой и установлена в саду Академии художеств. 67. Слово «шовинизм» происходит от имени полумифического французского солдата Николя Шовина, который был фанатично предан Наполеону Бонапарту, боготворил его, считал во всем правым и часто произносил пафосные речи в его честь. 68. Римский император-узурпатор Силбаннак, живший в середине III века, был полностью забыт. Упоминания о нем отсутствуют во всех исторических источниках. О его существовании известно только из двух найденных в XX веке монет с его портретом. 69. В 1951 году Мел Бланк, актер, озвучивавший мультфильмы про Багза Банни и Даффи Дака, совершил то, что считалось невозможным. Он озвучил этих персонажей, подражающих друг другу. Багз Банни изображал Даффи Дака, а Даффи Дак – Багза Банни для того, чтобы сбить с толку их общего врага. По словам Хэнка Азария, американского актера, добиться правдоподобия в такой ситуации невероятно сложно, так как голоса спутываются друг с другом и становятся плохо различимыми. Этот трюк до сих пор считается вершиной искусства озвучивания. 70. В 2022 году в рамках тестирования технологий защиты планеты от астероидов НАСА изменила траекторию движения астероида Диморф, спутника астероида Дидима, врезавшись в него беспилотным космическим аппаратом DART. Это первый в истории случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного объекта. В результате удара Диморф обзавелся кометоподобным хвостом, а время его вращения вокруг Дидима теперь составляет 11 часов 23 минуты, вместо 11 часов 55 минут. До столкновения зонд успел сделать несколько снимков поверхности Диморфа. 71. Знакомьтесь, итаколумит – единственная в мире горная порода, способная гнуться. Трудно представить себе, что кусок скалы может быть гибким, но на нашей планете каких только чудес не встретишь. Разумеется, речь идет о довольно тонком куске породы, что хорошо видно на фото. Гибкость итаколумита объясняется несколькими условиями: наличием большого количества межкристаллических пустот, наличием тонких прослоев микрослюды между зернами кварца, содержащимися в породе, и другими ее физическими свойствами. 72. Несмотря на то, что древние римляне использовали свинец для строительства водопровода, фактических случаев отравления людей свинцом не было. Высокое содержание кальция в воде приводило к образованию налета на внутренней стороне труб, предотвращающего попадание свинца в воду. 73. В Южной Корее существует профессия ныряльщицы – хэньо. Работа хэньо заключается в добыче съедобных позвоночных и водорослей с дна моря. Корейские женщины занимаются подводной ловлей с XVI века, и на их улов до сих пор держится спрос. 74. Микеланджело и Леонардо да Винчи не любили друг друга. Однажды им поручили написать фрески на противоположных стенах одной комнаты. Художники ужасно ссорились на протяжении работы, оскорбляли друг друга, и каждый из них так и не дописал свою фреску. 75. В Малайзии водятся муравьи-камикадзе. Если муравей проигрывает бой, он сокращает мышцы брюшка так сильно, что его тело буквально взрывается, разбрызгивая клейкий секрет. Этот секрет обездвиживает всех врагов, в которых попадает. 76. В процессе эволюции светлая кожа у людей впервые появилась у жителей территории, ограниченной Кавказом и Междуречьем. Однако светлый и рыжий цвета волос мы приобрели гораздо позже, по мере продвижения на север и смешения с неандертальцами. 77. Выпуклости на голове жирафа – это не рога, как у оленей, а хрящ, как, например, в твердой части человеческого уха. Эти рожки позволяют жирафу использовать свою шею и голову как шипастый шар на цепи.
С размаху наносить очень сильные, порой даже смертельные удары головой. 78. Персонаж Питер Пен имеет прототип старшего брата писателя Джеймса Барри, который умер, не дожив до 14 лет. Трагедия глубоко ранила семью писателя, и образ мальчика, навсегда оставшегося юным, позже нашел воплощение в сказке Барри. 79. В 2021 году ученые разработали самую белую краску в мире, она способна отражать 99,9% солнечного излучения и таким образом охлаждать поверхность, на которую нанесена. Если покрыть нашей краской от 0,5 до 1% поверхностей на Земле, это может остановить глобальное потепление, утверждают создатели краски. 80. Некоторые пауки-муравьеды внешне почти не отличаются от самих муравьев, только лап у них 8, а не 6. Подняв 2 лапы на манер муравьиных антенн, паук свободно проникает в муравейник, убивает муравья, а когда выносит его наружу, делает вид, что он – муравей, несущий труп павшего товарища. 81. Поднятие на корабле белого флага означает не «мы сдаемся», а «мы готовы к переговорам». Согласно многочисленным международным конвенциям, если капитан принял решение поднять белый флаг, все боевые действия прекращаются до окончания переговоров. Если же решено именно сдаться, на судне опускают все флаги. 82. Пермский период, последний геологический период палеозойской эры, назван в честь Пермского края, где в XIX веке обнаружили геологическую формацию, отличную от всех известных ранее. Это единственный геологический период, название которого связано с Россией. 83. Рог Гавриила – математический парадокс, который заключается в том, что рог, вращающаяся гипербола, имеет конечный объем, но бесконечную площадь поверхности. Это означает, что гипотетически мы можем заполнить внутреннюю часть рога краской, но во всей Вселенной недостаточно краски, чтобы покрыть его внешнюю часть, даже если бы мы красили слоем толщиной в атом. 84. Затягивать болты проще правой рукой, а откручивать – левой. Это от того, что супинация руки, поворот предплечья наружу, сильнее пронации, поворот внутрь. Так как большинство людей, правши, резьба устроена таким образом, чтобы правой рукой было проще закрутить болт, а не открутить, поскольку эту операцию мы делаем чаще, чем обратную. 85. На территории японского аэропорта Нарита живут 5 семей, отказавшихся покинуть свои дома, когда правительство начало постройку аэропорта. Одна из рулежных дорожек огибает ферму, хозяевам которой наличие взлетающих и садящихся в округе самолетов, по их утверждению, не мешает заниматься сельским хозяйством. 86. Трагедией мы обычно называем печальные события, а также пьесы и фильмы с грустным или плохим финалом. Но это слово, которое мы позаимствовали из английского языка, а английский взял из латыни, который, в свою очередь, наследует древнегреческое слово, изначально имело совсем другое значение. Трагедия означает «песня козла», и появилось это слово во времена древних афинских песенно-игровых конкурсов. Конечно, козел был главным призом на этих конкурсах, а не конкурсантом, хотя, кто знает. Возможно, греки считали козлиные крики красивым пением. В любом случае, это и была трагедия. 87. У дельфинов есть общий предок с бегемотами и верблюдами – амбулацет. В 1998 году ученые исследовали его скелет и пришли к выводу, что амбулацет – переходное звено между китообразными и парнокопытными. Поэтому, согласно научной классификации, дельфины принадлежат к семейству дельфиновых отряда китопарнокопытные. 88. Кермотский медведь – редкий подвид американского черного медведя. Его шерсть белого цвета с янтарным оттенком, но наличие черного носа позволяет утверждать, что кермотские медведи не альбиносы.
Эти медведи обитают на островах Британской Колумбии. В дикой природе их осталось не более 500 особей. За редкость и необычный окрас их прозвали призрачными медведями. 89. Серра-Рико, богатая гора, в Боливии, известная также как гора, пожирающая людей, была самым богатым источником серебра в истории человечества. Добыча серебра началась в XVI веке и продолжается до сих пор. С XVI по XVIII век в этом руднике добывали 80% мировых запасов серебра. Для извлечения серебра использовали ртуть, отравление которой, наряду с ужасными условиями труда, привело к гибели многих рабочих. Из-за высокой смертности испанская корона эксплуатировала американских индейцев, которые жили прямо в туннелях. По разным оценкам, гора, пожирающая людей, унесла жизни от нескольких сотен тысяч до 8 миллионов человек, из-за чего и получила свое название. За всю историю рудника было добыто около 60 тысяч тонн серебра, и предполагается, что гора содержит еще около 50 тысяч тонн. 90. Бактерия Calypbacter crescentus, живущая в пресной воде рек и озер, вырабатывает сахаристое вещество, являющееся одной из самых клейких субстанций на нашей планете. Оно обладает силой сцепления около 5 тонн на квадратный дюйм. Всего одна капелька этого вещества способна выдержать суммарный вес нескольких автомобилей. 91. Розовый Маунтбеттена – название камуфляжного цвета, в который в 20 веке нередко красили военные корабли, самолеты и другой транспорт. Идея родилась у лорда Маунтбеттена, когда он увидел, как корабль серовато-розового цвета сливается с закатным освещением в гавани и словно исчезает. Со временем, однако, эксперты пришли к выводу, что розовый Маунтбеттена неэффективнее для маскировки, чем обычный серый цвет. 92. Сальвадор Дали обожал Зигмунда Фрейда и трижды пытался с ним встретиться, но Фрейд отказывал, считая сюрреалистов полными дураками. В конце концов Дали удалось добиться встречи, и позже Фрейд охарактеризовал его как, несомненно, прекрасного технического мастера. 93. Кожура апельсина и лимона содержит молекулы лимонена, вещества, отвечающего за цитрусовый запах. Однако молекулы этого вещества у апельсина и лимона отражены зеркально, поэтому запах этих фруктов различается. То же самое происходит с мятой и тмином и молекулой карвона, отвечающего за их запахи. 94. Садовод Николай Курнаков во время блокады Ленинграда спасал кактусы из ботанического сада. Он перенес их в свою квартиру и не дал погибнуть, подлечивая толченым углем. После войны растения вернулись в ботанический сад, и некоторые из них дожили до наших дней. 95. Изначально роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» предлагали Джиму Керри, но тот отказался, чтобы сыграть Брюса Всемогущего. Это не первый раз, когда Керри с Джонни Деппом претендовали на одну роль, его также рассматривали на роль Эдварда Руки-ножницы, доставшуюся Деппу. 96. Если у совы темно-карие или черные глаза, это означает, что она ведет ночной образ жизни и охотится ночью. Цвет глаз нужен для маскировки и никак не помогает сове видеть в темноте, она находит добычу благодаря своему невероятному слуху. Совы с оранжевыми глазами активны в периоды низкой освещенности, в сумерках и на рассвете. Они предпочитают охотиться в мягком свете раннего утра. Совы с желтыми глазами активны днем, а ночью спят. 97. Ян Флеминг, автор книг про Джеймса Бонда, изначально хотел создать персонажа, который бы был чрезвычайно скучным и неинтересным человеком, с которым что-то происходит. Имя Джеймс Бонд Флеминг выбрал, потому что это было самое скучное имя, которое он когда-либо слышал. 98. Парадокс толерантности, высказанный Карлом Поппером в 1945 году, гласит: неограниченная толерантность ведет к ее исчезновению.
поскольку терпимость к нетолерантности неизбежно заканчивается распространением нетолерантности. Следовательно, сохранение толерантности требует нетерпимого отношения к нетолерантным. Получается, что любая попытка провести границу толерантности обречена на провал, поскольку в самом понятии толерантности заложен логический парадокс. 99. В Тихом океане есть большое Тихоокеанское мусорное пятно, участок в котором из-за океанических течений концентрируется попадающий в океан мусор, в основном пластик. Размер пятна от 700 тысяч до 1,5 миллиона квадратных километров, а общая масса мусора – более 350 миллионов тонн на 2018 год, и она постоянно растет. 100. Самки удильщика были обнаружены и изучены в 1833 году, но еще почти сотню лет никто не знал, как выглядят самцы, пока кто-то из биологов не понял, что маленькие рыбки, висящие на самках, это и есть самцы, а не детеныши, как считалось ранее. 101. Уравнение Лоренца названо в честь двух ученых, каждый из которых вывел его независимо, с разницей в несколько лет. В 1869 году Людвиг Лоренц, Дания, а в 1878 году Хендрик Лоренц, Нидерланды. Лоренцы не были знакомы друг с другом и пришли к открытию формулы разными путями, но опубликовали ее почти одновременно. В 1880 году, удивив научный мир и самих себя этим совпадением. 102. Впечатляющая скорость и ловкость колибри требуют больших затрат энергии. Если бы люди могли похвастаться таким же метаболизмом, как у колибри, среднестатистическому человеку потребовалось бы более 150 тысяч килокалорий в день. Поэтому колибри питаются примерно каждые 15 минут и всегда находятся в пределах нескольких часов от голодной смерти. 103. Рапунцель – это растение. Так в Европе называют полевой салат растение, чьи корни похожи на редис, а ботва – на салат. Сказка про Рапунцель начинается с того, что беременная женщина увидела у соседки злой ведьмы в огороде Рапунцель и попросила мужа нарвать ей свежих листьев. Ведьма поймала соседа на воровстве и потребовала в качестве компенсации отдать ей первенца. Тому ничего не оставалось, как согласиться. Так Рапунцель попадает в заточение и развивается основной сюжет. 104. Так называемые дизайнерские породы кошек и собак с укороченными лапами, необычной формой морды, выпученными глазами, сломанными от рождения хвостами, часто страдают из-за своих особенностей. По этой причине шотландцы, борющиеся за права животных, запретили разведение этих пород у себя в стране. 105. Гипотеза Медеи – эволюционная гипотеза, утверждающая, что многоклеточные организмы обречены на вымирание. С этой точки зрения, микробы будто бы запускают процессы массовых вымираний, чтобы вернуть Землю к исходному состоянию, когда доминировали одноклеточные организмы или жизни не было вовсе. 106. Личинка угря настолько не похожа на взрослую особь, что некоторое время считалась отдельным видом. Ей даже дали название лептоцефал. Оказалось, что лептоцефал – не животное, а стадия развития, причем не только угря, но и некоторых других видов рыб. 107. В 36 году до нашей эры римский ученый Марк Теренций Варон предостерегал людей от строительства усадеб вблизи болот, потому что там разводятся крошечные существа, которых нельзя увидеть глазами, которые плавают в воздухе и проникают в организм через рот и нос, вызывая серьезные заболевания. Микробная теория происхождения болезней была подтверждена только в конце XIX века. 108. Авокадо не может расти в дикой природе, потому что крупные животные, жившие в плейстоценовую эпоху и способные распространять семена такого размера, мамонты, шерстистые носороги, гигантские ленивцы вымерли.
Авокадо существует до сих пор только потому, что человечество выращивает его на протяжении многих тысяч лет. 109. Первый в истории полнометражный фильм, получивший широкое признание. Австралийская картина «Подлинная история банды Келли» 1906 года утерян, как и множество других кинолент той эпохи. Сохранились только отрывки, всего около 25% более чем часового фильма. 110. У американского врача Генри Геймлиха, в честь которого назван прием Геймлиха, есть сын Питер, который пытается его разоблачить. Питер Геймлих утверждает, что его отец – лжец и серийный аферист, убедивший Красный Крест назвать их обычную практику избавления от удушья в свою честь. 111. Суверенный Мальтийский военный орден рыцарей-госпитальеров, основанный во время крестовых походов, существует до сих пор и является единственной международно признанной суверенной организацией, не владеющей какой-либо землей. Однако у ордена есть свои особые паспорта и валюта – мальтийский скуда. На данный момент в Мальтийском ордене состоят 13,5 тысяч рыцарей, 80 тысяч волонтеров и 20 тысяч медицинских работников. 112. Болевые ощущения в мышцах после непривычной интенсивной нагрузки называются крепатурой. Крепатура появляется вследствие небольших повреждений, микротравм мышечных волокон, которые затем восстанавливаются и укрепляются, чтобы быть способными снова вынести подобную нагрузку, если потребуется. Слово, вероятно, происходит от итальянского крепатура, производного от слова крипер – трескаться. 113. На должность шерифа в США можно избраться на срок от 2 до 6 лет. Шерифа выбирают жители его округа, после чего он должен назначить себе помощников. Этот правоохранительный департамент не относится ни к полиции, ни к ФБР и предназначен для того, чтобы следить за порядком в округе. В США около 3500 офисов шерифов с численностью работников от 2 человек, а самый крупный департамент насчитывает 11 тысяч сотрудников. 114. Дали был не первым Сальвадором в своей семье. Его старший брат Сальвадор Дали умер всего за 9 месяцев до рождения будущего художника. Когда младшему Сальвадору исполнилось 5 лет, родители отвели его на могилу брата и сказали, что в нем живет переродившаяся душа его старшего брата. Дали много лет верил в это. Образ старшего брата нередко встречается в его творчестве. 115. Рожденный в рабстве и освобожденный после гражданской войны в США, Натан Грин известен тем, что обучал своим методам дистилляции самого Джека Дэниела, основателя и владельца винокурни Джек Дэниел Дистиллери. Грин был нанят в качестве первого мастера-дистиллятора на винокурне и стал первым известным чернокожим мастером-дистиллятором в истории. 116. Горы Гамбурцево – самый большой горный массив в Антарктиде. Он примерно такого же размера, как европейские Альпы, но полностью покрыт льдом толщиной 3050 метров, рассмотреть его можно только с воздуха. Несмотря на то, что горам Гамбурцево 100 миллионов лет, они сохранились в идеальном состоянии. На момент замерзания это был молодой, недавно образовавшийся массив с вершинами до 2700 метров над уровнем моря и реками и озерами в глубоких долинах. Из-за льда это место словно застыло во времени. 117. В 1925 году в гробнице фараона было обнаружено множество предметов, но одним из самых интригующих долгое время был кинжал, сделанный, по предположениям, из метеоритного металла. При помощи метода анализа, называемого рентгеновской флуоресцентной спектрометрией, удалось доказать, что состав кинжала, сочетание железа, никеля и кобальта, свидетельствует о его неземном происхождении. 118. Слово «секта» переводится с латыни как «школа», «учение». Римляне обозначали им философские школы, партии, фракции, которым принадлежали.
В наше время этим словом называют любые религиозные группы, не принадлежащие к господствующей церкви, различные религиозные общины и объединения. Из-за мошеннической деятельности некоторых из таких групп слово «секта» приобрело негативный смысловой оттенок, которого изначально не несет. 119. Почему высокая влажность воздуха так тяжело переносится в жаркую погоду? Потому что она затрудняет испарение пота. Тело выделяет пот, чтобы вместе с влагой отвести лишнее тепло от тела, но если воздух вокруг и без того насыщен водой, его способность впитать больше воды снижается. И чем меньше влаги испаряется с кожи, тем хуже мы чувствуем себя на жаре. 120. Частица «ван» перед фамилией Людвига ван Бетховена не является аристократической приставкой. Она всего лишь означает, что его семья происходила из городка Бета во Фландрии. Ван переводится с нидерландского как «из», а фамилия Бетховен – «свекольная грядка». 121. Правило Шей гласит, что если при простуде основной дискомфорт сосредоточен в области выше шеи, заложен нос, болит горло и тому подобное, вам можно заниматься умеренной физической деятельностью, но если симптомы проявляются ниже шеи, кашель, хрипы в легких, озноб и тому подобное, то безопаснее будет остаться в постели. 122. Конституция штата Алабама, США, самая длинная из ныне действующих конституций. Она в 51 раз длиннее Конституции США, причем 90% ее содержания составляют поправки, подробно описывающие и регулирующие каждый аспект управления штатом, вплоть до зарплаты конкретных должностных лиц. 977 поправок делают Конституцию Алабамы еще и наиболее поправленной из всех когда-либо существовавших. 123. Вибрация от эхолокации кашалотов распространяется на тысячи километров. Некоторые исследователи считают, что именно так общаются друг с другом кашалоты, находящиеся на разных концах планеты. Если оказаться слишком близко к кашалоту, воздействие вибрации может привести к параличу и даже к летальному исходу. 124. Эффект женщины чудесны, наблюдаемое в психологических и социологических исследованиях явление, при котором люди придают женщинам больше положительных качеств, чем мужчинам. Эффект иллюстрирует эмоциональную предвзятость общества в отношении женщин. Термин ввели Элис Игли и Антонио Младинник в 1994 году после того, как выяснили, что и мужчины, и женщины имеют склонность приписывать женщинам положительные черты, причем женщины проявляют в этом более выраженную предвзятость. Положительные черты также приписываются и мужчинам обоими полами, но в меньшей степени. 125. Волки, как и собаки, виляют хвостами. Они делают это, приветствуя старших по иерархии, например, младший член стаи виляет хвостом перед альфа-самцом, главой семьи. Также волки виляют хвостами, чтобы выказать дружелюбие и подчинение. Таким жестом молодые волки, стоя у добычи, показывают старшим волкам, чтобы те ели первыми. 126. Агрессия и буйное поведение со стороны пассажиров или экипажа самолета во время полета имеет особое название – воздушная ярость. Считается, что наступление воздушной ярости провоцирует физиологические и психологические ощущения во время полета, а также стресс. 127. Это морская лилия из Индонезии. Несмотря на внешний вид и название, морская лилия – это животное, а не растение. Морские лилии или криноидеи – один из классов иглокожих. Они питаются, фильтруя воду и добывая из нее питательную взвесь простейших личинок беспозвоночных и крошечных ракообразных. 128. Если выпустить золотую рыбку в естественную среду, она может вырасти до 45 сантиметров длиной и массой более килограмма. Рыболовная служба Миннесоты, США,
выловила 28 таких рыбок из озера Келлер и попросила жителей больше не выпускать золотых рыбок в реки и озера, так как они вредят экосистеме. 129. Монреальская башня – самое высокое наклонное здание в мире. Она имеет высоту 175 метров и наклонена под гораздо большим углом, чем Пизанская. На вершину башни можно подняться по наклонному лифту, представляющему собой вариант канатной дороги. Башню построили в честь Олимпиады 1976 года, а в 2015 году начался процесс ее преобразования в офисное здание, который закончился в 2019 году. 130. Самый многочисленный вид птиц в дикой природе – красноклювый ткач. Эти птицы обитают в Африке к югу от Сахары и являются вредителями. Огромные стаи красноклювых ткачей уничтожают посевы зерновых культур, разоряя и без того бедные африканские крестьянские хозяйства. Всего в мире насчитывается, по разным оценкам, от 1 до 10 миллиардов особей этого вида. 131. Дискалькулия – это неспособность считать. Люди, страдающие этим расстройством, с трудом справляются с простейшими математическими примерами. Например, им сложно определить, какое число больше – 6 или 7. Каков размер сдачи, если у вас есть 100 рублей, а вещь, которую вы хотите приобрести, стоит 55 рублей? Какой счет в футбольном матче? По подсчетам специалистов, примерно 7,5% мирового населения страдает от дискалькулии. Часто она является самостоятельным недугом, не связанным с какими-либо другими нарушениями умственных способностей человека. 132. Леонардо да Винчи писал: «Все ветви дерева на каждой из стадий его роста, будучи собранными вместе, толщиной должны быть равны толщине ствола». В 2011 году исследователь Кристоф Элой обнаружил, что деревья, подходящие под правила Леонардо, лучше всего сопротивляются разрушениям от сильного ветра. 133. Познакомьтесь с фиолетовой лягушкой Нейкобетручус сахедренсис, обитающей в Индии. Она почти все время находится под землей, питаясь термитами, и выходит на поверхность только во время сезона дождей, чтобы спариться. Не правда ли, красотка? 134. В сохранившихся старых зданиях пожарных частей почти всегда присутствуют башенки, каланчи. Изначально они предназначались для наблюдения за пожарной обстановкой в окрестностях и сигнализирования в случаях возгорания. Если где-то вспыхивал пожар, на каланчу вывешивали сигнальные шары или фонари, чтобы оповестить соседние части о месте и размере возгорания. В наше время пожарные часто сушат пожарные рукава внутри каланчи, так как хранение их в сыром виде приводит к порче. 135. Хоккейные рефери изначально не пользовались свистками, они останавливали матч при помощи звона коровьих колокольчиков. Со временем болельщики стали приносить с собой на стадион собственные колокольчики, чтобы влиять на ход игры, вследствие чего было решено отказаться от использования колокольчиков. 136. Чарльз Гудьер, изобретатель вулканизации резины, не имел отношения к фирме Goodyear TR, существующей по сей день. Он провел большую часть своей жизни в бедности и судах с кредиторами, предпринимая многочисленные провальные попытки стабилизировать каучук, и открыл вулканизацию случайно. Гудьер так и не смог получить выгоды от своего открытия и умер в 1860 году в возрасте 59 лет. Компания-производитель шин и резиновых изделий Goodyear TR была основана 40 лет спустя Фрэнком Зиберлингом и названа в честь Гудьера в знак уважения к памяти изобретателя. 137. Лал Бихари Мритак, индийский фермер и активист, из-за действий мошенников, официально считавшийся мертвым с 1975 по 1994 годы. 19 лет боролся с индийской бюрократией, чтобы доказать, что жив, а когда ему это удалось,
Основал Ассоциацию мертвых людей для помощи другим пострадавшим. 138. Летучие мыши издают специфические высокие звуки не только для эхолокации, они также могут общаться при помощи этих звуков. Мыши словно поют друг другу песни. Команда ученых, изучивших такую песнь, определила, что она начинается с приветствия. Далее следует информация о поле и географическом происхождении мыши, а затем приглашение к беседе, что-то вроде «поболтаем». 139. Когда Артур Тюдор, старший брат Генриха VIII, впервые лично встретился со своей невестой Екатериной Арагонской, неожиданно выяснилось, что они не могли общаться друг с другом, несмотря на то, что до этого несколько лет вели переписку. Жених и невеста переписывались на латыни, но имели настолько разное произношение, что не могли понять речь друг друга, как ни старались. 140. Психолог взял детеныша шимпанзе и растил его вместе со своим младенцем-сыном, чтобы проверить, сможет ли шимпанзе развиваться как человек, если поместить его в человеческие условия. В конце концов, развитие шимпанзе остановилось на этапе, который назвали когнитивной стеной. Когда обезьяна уперлась в эту стену, никакое дальнейшее обучение, тренировки или попытки воспитания уже не могли добавить ему больше интеллекта, чем положено иметь шимпанзе. 141. Аббревиатура YKK, которую часто можно встретить на застежках-молниях, это название японской компании-производителя. В английской транслитерации оно звучит как Yoshida Kodio Kabuseki KSH, что переводится как Yoshida Company Limited. Эта компания – крупнейший производитель застежек молний на Земле, примерно половина всех выпускаемых молний создаются в YKK. 142. Создатель знаменитых миров Ктулху, один из основоположников современной литературы ужасов Лавкрафт, дружил с другим популярным американским писателем Говардом, придумавшим образ Конана Варвара и написавшим множество романов о нем. Трагическая смерть Говарда в возрасте 30 лет глубоко потрясла Лавкрафта. Он пережил своего друга всего на несколько месяцев и скончался от тяжелой болезни вкупе с глубокой депрессией в 46 лет. 143. Один из отцов-основателей США, Бенджамин Франклин, обожал проводить опыты с электричеством, а также показывать своим друзьям электрические трюки. Один из таких трюков он назвал электрошоком государственной измены, наэлектризовав золоченую корону на портрете английского короля Георга II. Любой, кто пытался дотронуться до короны, получал разряд. А если по просьбе Франклина изменник держал за руку другого человека, которому также доставался неожиданный удар током, эксперимент получал название «Заговорщики» и страшно веселил хозяина дома. 144. Владимир Ленин был великолепным шахматистом. Находясь в сибирской ссылке, он отточил свое мастерство и мог одновременно вести несколько партий, в том числе и по почте. В течение всей жизни Ленин решал шахматные задачи и этюды, встречался и переписывался со знаменитыми шахматистами, а в своих политических трудах нередко пользовался шахматной терминологией. 145. Колибри – одни из самых быстрых животных на Земле. Они могут покрывать больше длин своего тела в секунду, чем любое другое позвоночное животное, а их скорость пикирования превышает максимальную скорость реактивного истребителя или космического шаттла при входе в атмосферу. 146. Крабы из рода Лайбия имеют странную привычку постоянно держать по морскому анимону в каждой клешне. Если краб выронит анимона, то разорвет другого на две половины, из которых в процессе регенерации образуется по целому анимону. Так один вид крабы обеспечивает другому виду анимоны возможность размножения, так как анимоны размножаются бесполым путем. 147. Франческо Корбетто, итальянский гитарист-виртуоз, композитор и педагог, был человеком, познакомившим мир с гитарой. Он первым стал сочинять сложную и красивую музыку для гитары,
которая в XVII веке была не более чем народным инструментом в Испании и Италии. Корбетто исполнял свои произведения аристократам Франции, Англии и Германии, которых поразил своим мастерством, благодаря чему гитара повсеместно вошла в моду. 148. Чрезмерное освещение – это ситуация, когда помещение освещено более интенсивно, чем требуется для осуществления конкретной деятельности. Избыточное освещение способно провоцировать появление головных болей, быструю утомляемость, стресс, тревожность, а также усугубить психологические расстройства, такие как, например, агорафобия, боязнь открытых пространств. 149. Хотя мы привыкли ассоциировать ящериц с жарким засушливым климатом, уникальные морские игуаны, живущие на Галапагосских островах, проводят большую часть жизни в море. На берег они выбираются только для того, чтобы погреться на солнце, а питаются водорослями, которые скусывают с камней. Излишек морской соли, попадающий в организм игуаны, выводится при помощи специальных желез, находящихся у нее в носу. Плавая под водой, игуаны могут задерживать дыхание на час, а их кровь в это время поступает только к жизненно важным органам для экономии кислорода. 150. Даже таким серьезным людям, как члены Палаты представителей США, свойственно чувство юмора, что успешно продемонстрировал в 1971 году Том Мур-младший. Он внес в Палату законопроект, в котором высоко оценивалась деятельность Альберто де Сальво, более известного как серийный убийца по кличке Бостонский душитель. Предлагалось официально признать заслуги этого джентльмена в таком нелегком деле, как контроль численности населения штата Массачусетс, а также разработка нетрадиционных методов прикладной психологии, позволивших ему успешно осуществлять свою деятельность. Члены Палаты единогласно приняли закон, после чего Мур отозвал его и попросил коллег впредь внимательно читать тексты законов, за которые они голосуют. Кстати, произошло все это 1 апреля, что позволило шутнику остаться безнаказанным за свое хулиганство. 151. В 1904 году компания по пошиву одежды Cooper Underwear выпустила новый продукт – холостяцкую нижнюю рубашку. Рубашка, по сути, представляла собой современную майку и предлагалась как одежда для мужчин, не имеющих жен и не умеющих пришивать пуговицы. Рекламный слоган гласил: «Никаких булавок, никаких пуговиц, никаких игл, никаких ниток». 152. Учили очень длинное побережье, отчасти потому, что в конце XIX века, во время Второй Тихоокеанской войны, они завоевали все побережье Боливии и часть побережья Перу. Принадлежность побережья Боливии – один из старейших территориальных споров в Латинской Америке, продолжающийся до сих пор. 153. Дорожный гипноз – это состояние, когда человек может управлять автомобилем бессознательно, погруженный в собственные мысли. Впервые термин встречается в статье 1921 года, где описывается феномен вождения в состоянии транса, когда водитель смотрит в одну точку и, по-видимому, мысленно находится где-то далеко, однако выполняет все необходимые для безопасного вождения действия. Дорожный гипноз является частным случаем автоматизма, обычного процесса, свойственного мозгу. 154. В 2002 году была запущена германо-американская космическая миссия под названием Грейс, состоящая из 2 спутников. Они облетали Землю на одной орбите на высоте около 450 километров, находясь друг за другом на расстоянии 220 километров. Когда первый спутник проходил через область с более сильным гравитационным воздействием, такую как большой горный массив, он ускорялся и отдалялся от второго спутника. Позднее второй спутник, достигая этой области, также ускорялся, восстанавливая первоначальное расстояние между ними. За эту своеобразную игру в догонялки спутники прозвали Томом и Джерри. 155.
В 1997 году художники Виталий Комар и Александр Меламид объединились с композитором Дэйвом Солдером, чтобы, основываясь на исследованиях предпочтений масс, сочинить самую невыносимую песню в мире «The Most Unwanted Song». В 20-минутный трек вошли банджо, детский хор, женский оперный рэп, клавиши из боссановы, тубы и многое другое. В тексте поется о ковбоях, гипермаркетах Walmart, Кока-Коле и шовинизме. 156. Под руководством прусского короля Фридриха Вильгельма I был сформирован специальный полк «Потсдамские великаны», принимавший только солдат выше 188 сантиметров ростом. Полк набирал людей не только в Пруссии, но и в других европейских странах. Многие монархи, включая Петра I, специально направляли высоких подданных в этот полк для укрепления дружественных связей. Тех из гигантов, кто отказывался служить, порой похищали. За время жизни Фридриха Вильгельма великаны не приняли участие ни в одной войне. 157. Хватательный рефлекс развивается у младенца еще в утробе матери, где он может хвататься за пуповину. Исследования показали, что новорожденные дети при помощи хватательного рефлекса могут удерживать вес собственного тела примерно 10 секунд. Детеныши обезьян способны висеть на одной руке до получаса. Им хватательный рефлекс нужен, чтобы цепляться за шерсть матери в первые месяцы жизни. Люди утратили шерсть в процессе эволюции и больше не нуждаются в хватательном рефлексе. Однако он все равно запускается в положенное время и сохраняется до примерно 3-месячного возраста. 158. В XIX веке в Чесапикском заливе, США, было так много устриц, что они, складываясь друг на друга, как камни, занимали почти все место до поверхности воды, что создавало опасность для навигации. Тогда устриц стали собирать и за 100 лет собрали почти все. К 2011 году популяция сократилась на 99,7%. Это крупнейшее из задокументированных исчезновений морских видов в истории. 159. У статуи Микеланджело Давид на шее вздута еремная вена, признак сердечного заболевания или сильного стресса. Профессиональные кардиологи нередко обращают на нее внимание, разглядывая статую. Так как других внешних проявлений болезни сердца, таких, например, как отек, на теле Давида нет. Предполагается, что таким образом скульптор передал волнение юноши Давида перед схваткой со смертоносным Голиафом. 160. Французский микробиолог Поль Феликс Арман де Лиль пытался уничтожить кроликов на территории своего поместья, для чего заразил их смертельным вирусом миксомы. Он был уверен, что сможет контролировать распространение вируса, но уже в скором времени был найден кролик, погибший от вируса за пределами поместья Арман де Лиля. Спустя короткое время эпидемия охватила всю Западную Европу и уничтожила 98% кроликов. Микробиолога оштрафовали. К счастью, популяция кроликов, как известно, быстро восстанавливается. 161. Начиная с XIV века в живописи стала повсеместно применяться техника использования линейной перспективы, разработанная художником и архитектором Филиппо Брунеллески, которая позволила мастерам добиваться невероятной объемности изображения на полотне. При виртуозном использовании светотени возникает что-то вроде легкого оптического обмана. Вам кажется, что портрет буквально впился в вас взглядом, куда бы вы ни отошли. Ведь перспектива и положение теней на картине не изменяются с вашим перемещением. Многие живописцы с удовольствием пользовались этим профессиональным, так сказать, фокусом, создавая потрясающе реалистичные изображения людей, чей взгляд способен преследовать особо впечатлительного зрителя даже во сне. 162. Люди не могут идти прямо без визуального ориентира. Человек, пытающийся идти прямо с завязанными глазами, на самом деле движется по неровной спирали.
Ученые называют это ошибкой в проприоцепции человека, ощущении расположения частей собственного тела в пространстве, и пока не понимают, что заставляет нас все время поворачивать. 163. Ошибка толстого пальца – это ошибочный ввод с клавиатуры или клик мышки во время работы на финансовых рынках, в результате чего размещается гораздо больший заказ на покупку или продажу, чем планировалось. Например, в 2001 году UBS продал 610 тысяч акций Dentsu по 6 йен, вместо 6 акций Dentsu по 610 тысяч йен. Несмотря на то, что ошибка была обнаружена сразу же, токийская фондовая биржа не отменила торги, и UBS пришлось выкупить акции по рыночной стоимости, что привело к потере $100 миллионов США. 164. Кёрлинг – самый вежливый вид спорта. Среди спортсменов, занимающихся кёрлингом, принято поздравлять противников с удачным броском или сильной подачей, вести себя корректно и уважительно в случае промахов и ошибок противника, не демонстрировать бурную радость от собственных достижений, допустим лишь легкий кивок головой или поднятие большого пальца, и воздерживаться от пустой болтовни. Такое поведение соответствует духу кёрлинга. 165. Ваби-саби – японская концепция восприятия красоты мира через его несовершенство и скоротечность времени. Чтобы понять ваби-саби, можно рассмотреть японскую традиционную посуду для употребления чая. Самым красивым в ней считаются несовершенства. Асимметрия, неровный край, шероховатая поверхность, а также признаки течения времени, царапины, сколы, изменения цвета и тому подобное. 166. Полярная звезда, знаменитая северная звезда в хвосте созвездия Малой Медведицы, это не одна, а 3 звезды, очень близко расположенные друг к другу. Интернет-энциклопедия описывает их как тройную звездную систему, состоящую из звезд полярная A, полярная AB и полярная B. 167. Антиинтеллектуализм – философская доктрина, отрицающая способность разума постигать истинную природу вещей. Интуиция важнее логики, действие важнее размышления, результат важнее примененных средств, традиции и опыт важнее, чем умозаключение. На такого рода утверждениях построена эта концепция. 168. Линии на баскетбольном мяче предназначены для облегчения манипулирования им. Они позволяют игрокам лучше захватывать мяч и эффективно менять направление его движения в тот краткий миг, когда он касается руки. Любой, кто когда-либо играл в баскетбол старым мячом со стертыми линиями, знает, насколько эти полоски важны для контроля над мячом. 169. Аутотелическая личность. Аутотелик – это человек, получающий удовольствие от того, что он делает, и не нуждающийся во внешней мотивации, финансовой выгоде, стремлении к успеху или славе и тому подобного. Аутотелик имеет источник мотивации в самом себе, им трудно манипулировать, и он гораздо чаще остальных находится в состоянии потока, то есть полного умственного погружения в свое дело. 170. Полимат – человек, чьи умственные способности, деятельность и интересы распространяются на многие области знания, и в каждой из этих областей полимат добивается выдающегося успеха. Полиматы показывают убедительные результаты в точных науках наряду с вкладом в философию, изобразительное искусство, архитектуру, беллетристику, поэзию, медицину и многие другие направления научного, художественного и сочинительского творчества. Примерами таких личностей могут служить Леонардо да Винчи, Михаил Ломоносов, Бенджамин Франклин. 171. В жаркую погоду у человека может восстановиться потоотделение. Да, обычно оно усиливается, когда становится теплее, но только до определенного момента. Если тело нагреется слишком сильно, организм заблокирует потоотделение, чтобы избежать смертельно опасного обезвоживания. К сожалению, это способствует наступлению теплового удара.
Вот почему в жару необходимо пить воду как можно чаще. 172. Примерно 2,1 миллиарда лет назад на Земле существовало несколько видов многоклеточных организмов, которые, по всей вероятности, были первой попыткой природы создать сложный организм. Это происходило в кратковременный период повышения уровня кислорода в атмосфере. После того, как его уровень снова понизился, организмы вымерли, не оставив после себя никакого потомства. В науку они вошли под названием франсвильская биота, от названия Франсвиля, города в Центральной Африке, где были найдены окаменелости этих организмов. 173. В списке авторов некоторых песен Боба Марли, в числе которых бессменный хит «No Woman, No Cry», кроме самого Марли есть еще один человек – Винсент Форд. Но Форд никогда не был музыкантом. Он был владельцем бесплатной столовой. Марли указал его в списке авторов, чтобы тот мог получать авторские отчисления даже после смерти музыканта и с помощью этих денег продолжать помогать нуждающимся. 174. Александрит, минерал, добываемый в Уральских горах, меняет цвет в зависимости от освещения. При дневном свете его цвет описывают как темно-сине-зеленый, голубовато-зеленый, темно-травяно-зеленый, оливково-зеленый. А при вечернем или искусственном свете – розово-малиновый, красно-фиолетовый, пурпурный. 175. В левом верхнем углу картины «Крик» Эдварда Мунка 1893 года есть небольшая надпись, которая гласит «Канкун вер малет эйф энгелмент», что можно перевести как «это могло быть нарисовано только сумасшедшим». Надпись сделана почерком самого художника. Предполагается, что Мунк написал эту фразу, обидевшись на студента-медика Йохана Шерфенберга, который после просмотра картины выразил сомнение в психическом здоровье художника, что сильно задело Мунка. 176. Иногда осьминоги бьют рыб. Исследователи не смогли определить причину, по которой это происходит, но обратили внимание, что чаще всего неожиданным ударом подвергаются те рыбы, которые охотятся вместе с осьминогами. Возможно, таким образом осьминог – существо с развитой нервной системой, способный к сложному взаимодействию с окружающим миром, просто вымещает злость за неудачную охоту. Рыбы после ударов на некоторое время теряют ориентацию в пространстве, но постепенно восстанавливаются. 177. Чувство вины за то, что у вас все в порядке, в то время как ваши друзья или близкие страдают, болеют, теряют работу или переживают иные неприятности, в психологии называется «вина уцелевшего». Оно относится к так называемым метаэмоциям, чувствам, формирующимся на основе других чувств. 178. Компания The Avedis Zildjian Company, ведущий мировой производитель ударных музыкальных инструментов, в частности тарелок для барабанов, была основана в 1623 году в Константинополе. Ее основатель, алхимик Аведис Зилджан I, имел армянское происхождение. Интересно, что его фамилия, Зилджан, в буквальном переводе означает «кузнец тарелок». 179. Когда наступает время и гусеница начинает испытывать романтическое томление перерождения, наверное, так это должно ощущаться. Она плетет кокон и прячется в него. Затем насекомое в буквальном смысле переваривает собственное тело, выделяя специальный пищеварительный фермент и растворяется, превращаясь в белковый суп. Клетки этого супа быстро делятся, приобретая специализацию, клетки крыльев, усиков, глаз и так далее, и спустя некоторое время из этих ингредиентов возникает прекрасная бабочка. Более странного способа поработать над собой нам не встречалось, но, безусловно, это очень эффективный способ. 180. В старом английском языке было слово «пайк», означающее красную глину, из которой делали домашнюю утварь. В том числе из нее лепили емкости для мелких вещей и монет.
Накопленные в такой емкости деньги люди стали называть пайги бэнк, банк из глины. К XVIII веку слово «пайк» вышло из обихода, а пайги бэнк в значении «копилка» осталось в ходу. Кто-то обратил внимание, что первое слово звучит похоже на пиг «свинья», и сделал пигги-банк в форме глиняной свиньи. Так и появилась всем известная свинья-копилка. 181. 17 – единственное простое число, представляющее собой сумму 4 последовательных простых чисел 2, 3, 5, 7. Любые другие 4 последовательных простых числа в сумме всегда будут давать четное число, тем самым делимое на 2, то есть непростое. 182. Начос – кукурузные чипсы с соусом и различными добавками. Были изобретены в 1943 году мексиканским шеф-поваром по имени Игнасио Анайя и названы им в честь самого себя. Начо – это сокращенный вариант имени Игнасио в испанском языке. 183. Амиши – представителей крайне консервативного христианского религиозного движения, носят бороды, но не носят усов. Усы отсутствуют не случайно. Амиши, выступающие против любого вида насилия, в том числе войн, ассоциируют усы с офицерством и армией и потому не носят их. 184. Синекольчатые осьминоги настолько ядовиты, что яда одной особи хватит, чтобы убить 26 человек. При этом противоядия не существует. Яд оказывает нервно-паралитическое действие, и единственный способ выжить – вентиляция легких на протяжении нескольких часов, пока действие яда не пройдет. 185. Слово «робот» придумал не ученый или инженер, а писатель-фантаст Карел Чапик. Точнее, не совсем он. Изначально Чапик назвал искусственно синтезированных людей в своей пьесе «Ар-ю-ар» лаборами. От латинского «labor» – работа, но ему показалось, что это слово неблагозвучно. Тогда писатель спросил совета у своего брата, художника Йозефа Чапика, который бросил в ответ, не отрываясь от работы над картиной: «Ну назови тогда роботами», и новое слово вошло не только в книгу, но и в нашу повседневную жизнь. 186. Кратковременный дождь – это дождь, который будет идти не более 3 часов. Это и другие фразы, придуманные работниками гидромедцентра для прогнозов погоды, имеют вполне конкретное, а не абстрактное значение. Например, ожидается дождь – это значит, что ожидаемая продолжительность дождя как минимум 12 часов. А без существенных осадков переводится как влаги выпадет не более, чем треть литра на квадратный метр. 187. На побережье Британской Колумбии, Канада, обитают удивительные водоплавающие волки. Они питаются лососем, ракушками, погибшими тюленями, сельдью, икрой и тому подобное. Морские волки отлично плавают и способны преодолеть расстояние в десяток километров за один заплыв, а спят и спариваются на пляжах местных островов, где не обитает никакая живность, кроме них самих. 188. Изредка куры несут яйца без скорлупы вообще, либо с мягкой скорлупой. Очевидно, это происходит по причине недостатка кальция в организме курицы. В Англии такие яйца в народе называют ветряными, так как, согласно поверью, курица, снесшая подобное яйцо, была оплодотворена не петухом, а ветром. 189. Антуан Лавуазье, французский ученый XVIII века, которого называют отцом современной химии, был обвинен в мошенничестве и заговоре против французского народа и приговорен к казни на гильотине. На призыв общества сохранить ему жизнь судья ответил: «Республика не нуждается в ученых». 190. Джин Милл, американская защитница животных и заводчик кошек, была так огорчена отловом леопардов ради красивого меха, что решила вывести новую породу кошек – бенгальскую. Эти кошки обладают такой же расцветкой, как и леопарды, но их можно держать дома и любоваться сколько угодно, не истребляя животных. 191.
Вспоминая что-то, вы невольно изменяете изначальное воспоминание, на него накладываются текущие обстоятельства, социальная среда и то, какое у вас настроение в тот миг, когда вы извлекаете воспоминания из памяти. Каждый раз воспоминание чуть-чуть меняется и может в конце концов измениться полностью, потеряв всякую связь со вспоминаемым событием. 192. Маленькие лягушки вида ужасный листолаз очень ядовиты. Одно прикосновение к этой лягушке способно убить человека. Однако если содержать листолазов в неволе, ядовитость исчезает. Причина в том, что рождаются листолазы не ядовитыми, а яд получают от муравьев, которыми питаются. Муравьи же, в свою очередь, становятся ядовитыми, поедая разные виды ядовитых растений. 193. Все млекопитающие, кроме приматов, имеют красно-зеленую цветовую слепоту, протонопию, то есть видят мир в желто-синих цветах. Предположительно, это связано с тем, что далекие предки млекопитающих жили в норах, вырытых в земле, и вели ночной образ жизни. 194. Существует научное название для ворсисто-бумажного мусора, скатывающегося на дне карманов – гнур. Состав гнура – волокна ткани, обрывки бумаг, ворс от одежды и простая пыль. В процессе носки одежды в карманах постепенно формируются комки, которые дополнительно уплотняются во время стирки, в результате образовывая гнур. 195. Широко известно, что помимо правшей и левшей существуют амбидекстры – это люди, одинаково хорошо владеющие обеими руками. Но мало кто знает, что есть также небольшое количество амбисинистров, людей, одинаково плохо владеющих и правой, и левой рукой. Всего в мире официально зарегистрировано около 80 подобных случаев. 196. Первым человеком, предложившим, что у Венеры есть атмосфера, был русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Наблюдая прохождение Венеры по диску Солнца 6 июня 1761 года, он увидел тонкий светящийся ореол вокруг силуэта планеты и верно распознал его как атмосферу. Этот оптический эффект так и называется в науке – явление Ломоносова. 197. У креветок-богомолов самые сложно устроенные глаза, в них по 3 зрачка, что дает каждому глазу независимое восприятие глубины. Они используют от 12 до 16 типов фоторецепторных клеток для определения цвета, у людей только 3 типа таких клеток, и способны видеть ультрафиолетовый, дальний красный и поляризованный свет. 198. Боязнь клоунов, коулрофобия, была распространенной формой навязчивого страха в те годы, когда образ клоуна использовался повсеместно. В наше время клоуны давно не в моде, но в 20 веке на них был большой спрос. И именно коулрофобия вдохновила Стивена Кинга на создание одного из самых знаменитых его романов «Оно». Курьезный факт: в экранизации романа 1990 года роль клоуна Пеннивайза, земного воплощения «Оно», сыграл Тим Карри, актер, на протяжении всей жизни страдавший выраженной формой коулрофобии. Карри настолько боялся клоунов, что не хотел видеть самого себя в гриме, поэтому во время нанесения грима и съемок на площадке отсутствовали зеркала и другие отражающие поверхности. Несмотря на страх, Карри отлично справился с ролью, правда, нам неизвестно, посмотрел ли он в итоге сам фильм. 199. Владелец торговой марки может потерять правовую защиту, если люди станут использовать эту марку в качестве общего названия предметов или категорий товаров. Такое, к примеру, случилось с целлофаном, телефоном-раскладушкой, фрисби, скотчем, батутом, эскалатором, ксероксом и тому подобное. 200. Типун – это болезнь птиц, проявляющаяся как затвердение на кончике языка. А еще типуном называют воспаление языка у человека, появившееся в результате травмы. Отсюда и возникло выражение «типун тебе на язык», как пожелание тому, кто сказал что-то неприемлемое.
На этом я бы хотел закончить это видео с 200 интересными фактами, которые вы узнаете впервые. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Самый крупный из видов комаров – Toxinchus specosiosus, прозванный слоновьим комаром за гигантский размер, мог бы быть страшным вампиром, если бы питался кровью. К счастью, слоновьи комары предпочитают сладости, нектар и забродивший фруктовый сок. А их личинки охотятся на личинок других комаров, так как нуждаются в белке для роста и развития. Вот такими у нас получились 200 интересных фактов, которые вы узнаете впервые. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.